Всем привет! Вы на канале Пользы.нет Live. Меня зовут Саня. Основной канал Пользы.нет. 443 тысячи подписчиков. И сейчас вы видите, как способен снимать на основной модуль смартфон под длинным неймингом Xiaomi Redmi Note 13 4G. В ультраскромном разрешении 1080p 60 fps и в чехле. Вот. На эту штуку мы сегодня будем делать прожарку. Это Samsung S24 Ultra. На этот смартфон был уже обзор на основном канале. И я хотел просто зафиналить и подытожить этим обзором. Почему? Потому что все-таки стоимость предполагает, что снимать он должен неплохо. Насколько хорошо он снимает, разумеется, сейчас вы можете оценить. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, и тогда я буду продолжать такого рода контент. И вы, соответственно, сможете сравнивать большое количество смартфонов в одних и тех же условиях, с одним и тем же лицом, с одним и тем же голосом, как отрабатывают микрофоны, как отрабатывают камеры в максимальном разрешении. Ну, единственное, я в 8К не снимаю, если смартфон способен снимать. Я снимаю только в 4К 60 fps, либо в данном случае 1080p 60 fps, либо, если смарты могут снимать только в, получается, 4К 30 fps, допустим, как Samsung A54 и еще много подобных. Если говорить про этот смарт, первый, у него какой-то ненормально космический ценник, потому что 200 баксов за Helio G99 Ultra это перебор. И 200 баксов это еще адекватная цена, потому что в ритейле он стоит $330, и вполне возможно, по этой причине вы как раз и смотрите данный обзор. И сразу он выбивает чуть-чуть больше 400 тысяч баллов по Antutu. Это мало для комфортного использования, прямо скажем. Следующий момент. Начнем, как всегда, с основного. Упаковка стандартная для Xiaomi. Никакой надписи, что это 4G версия, нету на ней. Если говорить про то, что там внутри. Зарядка на 67 Вт, которая заряжает его примерно за 50 минут. Но для этого необходимо, разумеется, активировать быструю зарядку в самом смартфоне, в настройках. Если говорить про еще что-то в комплекте, серый чехол, который ни к селу, ни к городу, но хорошо, что он есть. Разумеется, помимо этого, кабель для зарядки и ключ для извлечения слота под прорезиненный слот, под две симки, либо симку и карту памяти. То есть он у нас гибридный здесь, и это хорошо. Карта памяти до терабайта можно запихивать. Если говорить про его физические особенности, здесь есть и мини-джек, и инфракрасный порт. Разумеется, защита от влаги номинальная, по-моему, IP54. Но мы здесь в первую очередь собираемся для того, чтобы вы увидели возможности съемки. Для чего я делаю данный обзор? Наверное, в первую очередь для того, что когда я выгрузил обзор на основной канал, довольно магическим образом ценник на этот смартфон много где дропнулся до реальных 20 тысяч рублей. Но опять же, чтобы вы понимали, что когда я сейчас буду рассказывать, что у него в пике 1700 люксов яркость, что у него обычная яркость 1800, вот сейчас я снимаю для примера 3 минуты. И яркость прям, скажем, маленькая. То есть он сбросил яркость, разумеется, на солнце вы сможете им пользоваться в течение, не знаю, минут-двух комфортно, потом он яркость сбросит. Максимальная яркость у него при том 800 люксов. И здесь у меня две идеи, почему я так долго подвожу тому, что я хочу сказать. Первое. В основном в ритейле эта штука стоит $330. Это просто космос. Где-то больше. Где-то вам баллы еще засыпят за это, но это бред. За такой ценник его покупать. Нужно покупать за эти деньги Nord 3 с доставкой за 10 дней. Либо Neo 9 IQ, либо еще что угодно, но только не этот смартфон, потому что, ну, это космос. Вообще за 33 тысячи можно много чего купить. Следующий момент, чтобы можно было бы в ту же распродажу, когда продается этот смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G купить, если вы даже фанат Xiaomi-шек, пожалуйста, Poco X6 за 18 тысяч рублей. Все, круче во всем вообще. Тот же Xiaomi, только понятно, что, повторяюсь, не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Вот как раз в телеге скидок я и выкладывал, когда Poco M6 Pro, который аналог этого смартфона, стоил 12 тысяч рублей, Poco X6 стоил 18, и Poco X6 Pro стоил 24. Это нижний ценник был. В среднем Poco X6 стоит на сейлах, они периодически их выкидывают по 19,
и однозначно это лучше, чем этот смартфон. А про яркость я особо акцентировал внимание, потому что у меня в руках сейчас Samsung S24 Ultra, который мы будем гонять с вами на прожарке вечером. И я не знаю, как на него делать обзоры, я вообще не понимаю, как на него и делали обзоры люди, потому что номинальная яркость у него 480 люксов, а яркость повышенная 800 люксов, сбрасывает он ее моментально. Если вы делаете прогон в PC-марке на 4 с лишним сотнях люксов яркости, он показывает 12 часов. Что говорить об этом смартфоне, кроме того, что это просто дно? Я не знаю, но сегодня мы попытаемся выяснить на YouTube, на стриме, насколько он хорош. И опять же, по сравнению с этим смартом, Redmi Note 13 4G просто бомба, цвет, блеск. 800 люксов в номинале, вау. Почему я так говорю? Потому что нормальная яркость смартфона это 600-700 люксов, и тебе комфортно. Это не повышенная яркость. Чтобы вы понимали, какой-нибудь там iPhone 15 убогий с 60 герцами дает номинальную яркость 1300 люксов. А победивший Samsung Shim в Samsung S24 Ultra какого-то лешего, я говорю, у меня слов нет. В общем, мы не о Samsung говорим, а о Redmi Note 13 4G. 13 Pro 4G. Кстати, Redmi Note 13, по-моему, стоил... вот он как раз и стоил, по-моему, 12 тысяч, а не Poco M6 Pro. Но не будем об этом, будем о хорошем. О хорошем. Смартфон без каплевидного выреза, то есть на фронталке у нас здесь приличная дырочка. Не особо огромные, я бы сказал, вообще практически незаметные подбородок у него, и грани довольно маленькие. Тач работает неплохо, про игры можно забыть, 400 тысяч баллов в Antutu, тач периодически отваливается, ест он мало, никакие 90 FPS PUBG New State он, разумеется, не держит. Играть в Genshin Ball, не зря мы его прожаривали на стриме, можете прийти и посмотреть, может быть, там будут какие-нибудь продавцы, которые его каким-то образом защищали. Но в целом говорить не о чем. Если говорить про съемку, то же самое, 1080p 60 FPS, вынь да положь, да, за 20 тысяч рублей. Ну, меня просто на смех пробивает, потому что только Xiaomi могли выгрузить несколько смартфонов, притом от одного бренда Poco, это тот же Xiaomi, Poco же это глобалка только. Разумеется, здесь все бренды, но он тупо дороже и хуже, чем поковские смарты. Все. За какой ценник его должны продавать, чтобы я сказал его покупать? 16. То есть $160 это верхний предел. Почему? Потому что я бы мог вам долго говорить о том, что подпишитесь на мой телеграм-канал, мой личный, там я скинул много примеров фото, в 200 мегапикселей, они с детализацией у них класс, и все. То есть как бы все, потому что видео здесь шлаковое, 1080p 60 FPS на основу, на фронталку максимум, и такое ощущение, что они просто пошутили, потому что по мощности этот Helio G99 Ultra это хуже, чем Poco X3 Pro. Вы понимаете, Poco X3 Pro, который был сколько, 3-4 года назад, который вы покупали за 15 тысяч, круче, чем этот смартфон во всем. Какого лешего? Притом в долларовом эквиваленте, даже если брать, то этот смарт стоит дороже Poco X3 Pro тогда. Вот шутку вот с этим делом я от Xiaomi не понял. Разумеется, они каким-то образом через различные рекламные кампании понапродавали этого дела. Флаг им во все места вместе с барабанными палочками. Но отношение у меня теперь негативное, потому что зачем продавать по такому оверпрайсу устройство, я не понимаю. То есть как позиционировать его, чтобы люди реально подумали, что его можно покупать в ритейле за 33, либо в интернете за 20. Ну, можете мне рассказать, по какой причине вот вы считаете, что он отрабатывает свою стоимость? Из-за зарядки? Серьезно? Разумеется, никакой беспроводной зарядки нет, разумеется, реверсивной зарядки нет. Вот так он примерно сможет снимать. Зум максимум X6. И в целом, по поводу всего остального я показывал в ролике. Шим 20%, до 20% не поднимается. Круто, что здесь есть мини-джек. И, разумеется, круто, что здесь помимо мини-джека есть еще и возможность запихать карту памяти. Все. Все. В целом, все, что хотел, сказал. Надеюсь, вы поставите лайк, напишите, чтобы я продолжал подобные обзоры. Даже на бюджетнике, а это непонятно что. Цена среднего бюджета, а начинка бюджета. Helio — это печаль. Helio за такие деньги — это печаль вдвойне. Девайсу от меня однозначно да. Для тех, кто купил, надеюсь, вы не смотрели. Для тех, кто не покупал, однозначно нет. Если вы мои подписчики, 33 раза нет, потому что
ну, если вы смотрите на это дело как адекватный ценник, то вряд ли мои обзоры вам что-то дают на любом из каналов. Подписывайтесь на канал с колоколом, если вам подходит такой подход. Добра и удачи вам, дорогие друзья!